Для многих калорийная булочка ассоциируется со школой. И правильно, именно там ее многие попробовали впервые. Калорийные булочки пекутся из дрожжевого теста с изюмом по ГОСТу. Но можно, конечно, испечь и без изюма или с орехами в домашних условиях. Тесто калорийных булочек очень спелое, сдобное, слоистое, пушистое. Вместе с тем не ватное, не ломкое и не сухое. Булочки получаются очень воздушные, нежные, волокнистые, тесто влажное, очень ароматное, вкусное. Всем рекомендую не забивать тесто мукой, оно не должно быть крутым, не сокращать время выпечки и дать хорошо подняться. Тогда булочки получатся отменные. Сейчас покажу булочки калорийные внутри. Они только испеклись и еще очень горячие. Вот так они выглядят. Это просто волшебство. Очень вкусные, с молоком, с чаем. В рецепте для дрожжевого теста калорийных булочек ингредиенты самые простые. Это молоко, масло, яйца, сахар и дрожжи. Технология изготовления тоже самая обычная. Сначала ставим опару. Она делается очень просто и быстро. В теплое молоко высыпаем сухие дрожжи, столовую ложку муки и столовую ложку сахара. Ставим емкость с опарой в теплое место. Я иногда ставлю просто на теплую грелку, а иногда в печку, чуть-чуть ее прогрев, чтобы воздух в печке был слегка теплый, градусов 40, не больше. Пока опара поднимается, надо просеять муку 2-3 раза. Это надо сделать обязательно, тогда булочки будут очень пышные и нежные. Ну вот, опара наша поднялась хорошо, видна дрожжевая шапочка. Теперь в эту емкость к дрожжам выливаем растопленное масло, яйца и оставшийся сахар. Нужно все хорошо перемешать до растворения сахара и масла. Не забывайте обязательно все продукты комнатной температуры, нет холодных продуктов. Я делаю продукты всегда едва теплыми, короткими импульсами микроволновки. Теперь делаем углубление в муке и выливаем в лунку нашу жидкую опару. Все хорошо замешиваем. Я не буду сокращать время на то, чтобы вы посмотрели, как именно это замешивается и как именно трансформируется тесто. Поэтому, кому этот процесс не интересен, просто мотайте, собственно, до конца процесса. Там будет просто шарик с тестом. Сразу хочу предупредить, что тесто в конце не будет сильно крутым, оно будет слегка жидковатым, так и должно быть. Хочу беречь вас от того, чтобы подкладывать больше муки и замешивать более крутое тесто. Булочки не будут такими пышными и нежными. Ну вот, наше тесто готово. Просто придайте ему шаровидную форму. Больше ничего делать не нужно. Оно слегка липнет к рукам, так и должно быть. Посуду с готовым тестом накройте крышкой или затяните пищевой пленкой. Затем поставьте в теплое место. Температура должна быть максимум 40 градусов. Вот и поднялось наше тесто. Оно уже сейчас очень вкусно пахнет. Очень сильно поднялось. Смотрите сами от того, что было. Смажьте руки маслом и просто обомните тесто с краев. Все подгребите внутрь. Скатайте опять шарик. Из-за масла оно перестанет липнуть к рукам и работать с ним будет довольно удобно. Вымесите минуты 2-3.
Далее налейте оливкового масла на стол, переложите туда тесто, чуть-чуть помесите, минуточку, и скатайте жгут. Жгут теста разрежьте на одинаковые части, это и будут наши булочки. Из отрезанных частей скатайте шарики. Скатайте шарики именно по такому принципу, как вы видите. То есть выверните его как бы наружу и защипните дно. Затяните тесто пленкой и дайте им хорошенечко подняться, также в теплом месте. Вот так они должны подняться, раза в 2-3 увеличиться. Теперь можно выпекать. Установите духовку на 170 градусов и выпекайте 35 минут. Затем еще при необходимости установите духовку на 160 градусов и выпекайте еще 5 минут. Готовая сдоба, калорийные булочки выглядят очень аппетитно, они очень вкусные. Приятного аппетита!